Так, всем привет! Сегодня посмотрим маленькую коробочку от звезды. Набор МиГ-23 МЛД, советский истребитель-бомбардировщик. Артикул 7218. Так, наборчик маленький, поэтому можно коротенько, я думаю, очень быстренько пробежаться. Набор сам по себе достаточно старый, это, насколько понимаю, собственная разработка звезды. Но это практически ровесник современной России, даже, может, чуть старше будет, 92-го вроде как года. Изначально разработка была, потом она претерпела кучу перепаков, как звездовских, так и нет. И вот последняя итерация вроде была в этой коробке где-то в районе 16-го, что ли, года выпущена, может быть, позже, не знаю, уже по новому звездовскому формату, но пресс-форматы это все те же старые. Так, что по прототипу? Советский истребитель, соответственно, разработки где-то 60-х годов, производство тоже с конца 60-х, эксплуатировавшийся и производившийся где-то до середины 80-х годов 20 века. Соответственно, вот МЛД это последняя, самая совершенная модификация, которая как раз выпускалась в середине 80-х годов, собственно, перед снятием с вооружения. Помимо этого, долго про прототип, я думаю, не имеет смысла говорить. Единственное, что отличительной его, пожалуй, особенностью является изменяемая стреловидность крыла. Соответственно, крыло может отгибаться вперед-назад. Соответственно, делалось это глобально для того, чтобы собственно, увеличить взлетно-посадочные характеристики самолета, да, то есть, чтобы, так сказать, подгибая крыло к носу, можно было как бы увеличить устойчивость и подъемную силу на посадках, взлетах, соответственно, облегчить, а наоборот, делая более стреловидным крыло, соответственно, увеличить максимальные скорости, разгонные характеристики, устойчивость самолета и как бы прочность, скажем так, на высоких скоростях. То есть, а как бы минус, понятно, что узел достаточно сложный, тяжелый, добавляет как бы вероятность поломок и так далее. Соответственно, самолет в куче конфликтов участвовал там, то есть в которых Советский Союз и его союзники, поставлялся там союзникам, как и самим Советским Союзом много где применялся. Соответственно, можно сказать про набор, что вот он сделан по лицензии по акционерному обществу, видимо, которое имеет право на торговую марку МиГ ОКБ. То есть звезда все делает по лицензиям. Пожалуй, это, наверное, главным, чем может похвастаться данный набор, так как, понятное дело, что он старый и в общем, один, видимо, из первых наборов звезды, поэтому, какого-то офигительных качеств и технологий ждать не приходится. По коробке, значит, стандартный новый формат коробки звезды. Тamiya и звезда краски даются. Сделан снимок декалей здесь. Как обычно, помимо масштаба, что 69 деталей совсем мало. И 23 сантиметра, собственно, размер собранной модели. На другом боковике другие самолеты, соответственно, звезды. Самолеты и вертолеты. Так, что у нас внутри? Так, коробочка оказалась запечатанной, поэтому у нас такой анбоксинг сразу происходит. Набор совсем недорогой, в принципе, если по каким-то скидкам искать, но в принципе действительно дешевый. Для такого качества неудивительно. Что тут ждать? Что у нас в коробке? Значит, инструкция, предупреждение, 2 литника с деталями, все-таки, как я посмотрел, не один. Я почему-то думал, что литник будет один в пакете, собственно, в одном. Пакетик с декалью и прозрачными деталями. Так вот, начнем по порядку, по традиции. В бумаге. Так, инструкция, я смотрю, еще нарисована по старым канонам звезды, такая не отформатированная, такая очень краткая историческая справка, буквально из 2 предложений. Упаковщик 13, несчастливый, на нескольких языках. Значит, руководство по сборке с предупреждениями. И инструкция, да. Видно, что еще такая. Не особо никто ее не перерисовывал. В принципе, наверное, как, может быть, в 90-х нарисовали
так она, собственно, и осталась. Очень короткая, буквально 7 шагов, часть кокпита, начинается кресло пилота, пилота фигурки нету, покраска какая-то частичная идет прям там, ну, очень бедненько показано, конечно, именно покраска, так чуть-чуть что-то подкрашиваете. Что-то мы тут сверлим, под стреловидный, конечно, момент, видимо, крыла кое-где. Детали 17-18 не приклеивать, но это как раз, видимо, про стреловидность крыла идет тут момент, каким образом она там реализуется. Видимо, на готовой модели можно будет разные углы стреловидности показать. Собственно, варианты, я так понимаю, ну, точнее, сразу, по сути, у нас частично вооружение на подвесах под фюзеляж, не частично, да, подвесы были как на крыльях, так и на фюзеляже. Точнее говоря, наверное, скорее только на фюзеляже были подвесы. Ну нет, не только, а были на крыльях, но так как, собственно, изменяемая стреловидность у крыла, то, понятно, площадь там уменьшена была, куда можно, собственно, пилоны вооружения сделать. Они только близко к фюзеляжу могли располагаться, так как на подвижной части крыла, понятное дело, ну, невозможно было установить пилоны под вооружение, то есть это просто не работало бы в таком случае. Под этому подвешивали, я смотрю, как в топливной баке, так и вооружение непосредственно под сам фюзеляж. Ну, что тут у нас? Вот частично, я так понимаю, данные варианты на разные варианты, я так понимаю, вооружения. То есть где-то дается доп. Топливный бак, где-то дается какие-то бомбы, какие-то ракеты. То есть что-то можно сделать с вариациями. Дано шасси. Так, что помимо у нас этого? Насколько я вижу, в инструкции непосредственно не обозначен вариант на полетный и на вариант на ВПП, то есть явственным образом показано только выпущенное шасси, передняя стойка. Где там задние стойки, кстати, вообще непонятно. Изображены ли они на инструкции или нет? Интересный вопрос, потому что сходу я вот, например, приклейки задних стоек шасси что-то и не наблюдаю. Ну вот они, да, собственно, вот шестая, это, судя по всему, да, задняя стойка шасси. Так понимаю, их, наверное, должно быть две, но очень примитивно сделана инструкция, даже те моменты, то есть многие моменты сделаны, ну, так скажем, по канонам начала 90-х, но единственное, что спасает, что деталей очень мало, поэтому, видимо, можно, так сказать, на глаз разобраться. И последняя страничка, это короткая схема окраски, тоже старая звездовская, понятно, что черно-белая, понятно, что вот такая вот какая есть. Очень, конечно, тяжело тут рисунок камуфляжа вот на таких проекциях мелких черно-белых разобрать, но при этом достаточно сложный камуфляж, то есть изображен, я так понимаю, один вариант, который у нас на бокс-арте, поэтому тут, конечно, придется как-то расслеповывать эти моменты все. Цвета данные, собственно, один вариант окраски, только камуфлированный, без привязки исторической, несмотря на то, что есть какие-то достаточно фактурные, я так понимаю, декали, какие-то рисунки там, то есть у вас, скорее всего, какой-то конкретный борт, видимо, имеется в виду, но что за борт, нам не пишут. Наверное, придется разыскивать самим, если интересно. Ну и, собственно, да, в отличие от боксарта, где даны Тамия звезда, тут инструкция положена старая, так сказать, не переделана, и здесь по старым канонам звезда и Хамброу. Вот так вот. Ну и про подарочный набор написано. Вот. Это все, что касалось инструкции. Теперь посмотрим пластик. Так. Два литника в одном пакете, соответственно. Первый у нас написано ли год изготовления, кстати, на бирке. Нет, год не указан, только что звезда. Значит, крупная деталь фюзеляжа, вот тут у нас есть какая-то в ней деталировка дана, прошивки на ней конкретно практически вообще нет.
Да и вообще, так понимаю, с расшивкой достаточно туго на модели. Она практически в целом, в основном, ну, внешняя дана расшивка, я так понимаю. И она такая слабо прощупываемая достаточно. Ну, в общем, видимо, сложности вызовет некоторые, когда возникнет необходимость всей этой панели как-то выделять. Ну, что, собственно, ждать от набора 92 года. Так, ну, в целом, единственное, огрехов литья, вот прям бросающихся в глаза особо нет. То есть видно, что, конечно, есть ощущение, как на любых старых моделях старого года, скажем так, разработки, да, потому что пресс-форма тоже так даже делалось. Видно, какая-то чувствуется замыленность, то есть какое-то ощущение некоторой расплывчатости контуров, ну, может быть, субъективное, но прям откровенно облоя какого-то, дефектов, ну, вот прям не видно. То есть, или утяжен каких-то, яма, рытвин каких-то в отливках. Но в целом, вроде бы на этом литнике ничего такого. Вот видно передний этот конус обтекателя, отлит в одну деталь. Вроде бы все с ним окей. Вооружение также вот дано. Деталей мало, то есть собираться в целом он должен достаточно быстро. Вот так вот. И второй литник, соответственно, где у нас в основном, я так понимаю, если там у нас была нижняя часть, то это получается, наверное, даже сложно сказать. То есть конструкция такая с стабильным членением, не сразу скажешь, где низ, где верх. Ну, тоже, в общем, деталь фюзеляжа, собственно, крылья. Видно, что есть отверстие, собственно, под подвижность, вот эту самую изменяемую стреловидность, которая типа у нас должна и на готовой модели сохраняться. Детали, собственно, колес с какими-то отверстиями, непонятно для чего, пока нужными. Судя по всему, они прям в покрышке пробиты. Ну, на что-то они, наверное, нужны. Собственно, ну, расшивка, да, как я уже сказал, внешняя такая вот она, вот рельеф такой. Соответственно, хвостовое тут оперение, частично подвесные баки, пилоны вооружения, значит, колеса передние, по-моему, или задние. Это как-то, ну да, это скорее передние. Ну, колеса в одну деталь, как бы, да, это плюс какой-то в целом. Детализация приборной панели. Вот она, приборная панель. Рельефа на ней нет, но я уже видел, что декаль есть для имитации приборов, так что в целом это не так уж, ну и плохо. Опять же, ну, в принципе, каких-то огрехов явственных, да, помимо того, что вообще как все отлито, не видно, то есть это плюс. То есть, по крайней мере, оно все как-то более-менее смотрится адекватно. Вот. Так, и что у нас остается в коробке? Это буквально последний стандартный для звезды, в общем-то, пакетик с прозрачными деталями и декалью. Прозрачные детали, значит, я смотрю, тут у нас помимо фонаря, ну, фокус-то будет у нас? Нет. Фокуса нет. Помимо фонаря, фонарь такой небольшой, достаточно мутненький, но в целом для такого размера модельки, наверное, не так чтобы критично. Еще несколько прозрачных деталей, не уверен, видимо, частично кабина, там что-то, какие-то прицелы, возможно, вот это я не помню, что такое. Ну, собственно, на этом и все. И декалька, собственно, где из моментов таких, что неплохая такая показаны приборы. И вот, собственно, видимо, уникальные для борта какие-то маркировки. Интересно, что там написано. Шиндант 88. Ну, соответственно, можно понять, что по надписи Шиндант 88, что имеется в виду какой-то афганский борт, скорее всего. Так что, если разыскивать прототип, то именно там.
Ну, вот, собственно, вот такая вот дешевая достаточно модель МиГ-23 от Звезды, старая, начало 90-х годов. Ну, в целом у Звезды большая линейка российской и советской авиационной техники. Вот эта модель одна из них. Они в целом, в принципе, все сделаны достаточно ровно и похожи друг на друга, но если не брать совсем уж новые свежие модельки. На этом все.